Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня режу старые кофты свои и буду делать интересную очень штуку. Смотрите, пожалуйста, до конца, вы точно захотите повторить эту идею. После того, как я все порезала, у меня получилось два таких полотна, и я разделяю их, размеряю на полоски шириной 13 сантиметров. У меня тут достаточно рыхлая ткань и не толстая, но я считаю, что можно использовать даже просто обычный трикотаж. Все, что тянется, вот любую ткань, вязку какую-то, не толстую только, наверное, лучше, а что-то вот такое тонкое, но тянущееся. Дальше я беру эти свои полосочки и в каждую закладываю, у меня вот скопилось большое количество, целый пакет обрезков синтепона, вот когда делаешь одеяло, и вот остается, мы же с запасом там синтепон кладем для стежки, а потом лишнее срезаем. И у меня вот таких полосок целый пакет скопился разной ширины, и вот я вот так вот закрываю все. Можно булавочками воспользоваться, но я вот прищепками, мне удобно. Иду на машинку и зашиваю. Можно, конечно, заморочиться, чтобы шов был не наружу, но тогда надо будет это все дело набивать синтепоном. Это очень долго и неудобно, и будет неравномерно. Поэтому я решила швы оставлять снаружи, чтобы ускорить этот процесс. Для того, чтобы этот шов выглядел аккуратненько, можно потом его обработать либо зигзагом, либо, если есть на машинке оверлочная строчка, то оверлочной строчкой. Ну, а если у вас есть оверлок, то вообще красота. Вот посмотрите, я сейчас взяла уже другую кофту, раздербанила, и уже делаю это на оверлоке. Здесь, конечно, гораздо быстрее. Сразу и зашивается, и шов обработанный. Это, конечно, гораздо удобнее. Но оверлок есть не у всех, поэтому я показала вариант, как то же самое можно сделать на обычной швейной машинке. Без всяких проблем. Вот смотрите, у меня получилась целая куча вот таких вот я сделала валиков небольших. И буду с ними работать. Швы у меня вот аккуратненько обработаны получились. Все красиво. Беру дальше, вот у меня большой кусок мебельного образца, но это не важно что. Главное, чтобы это была ткань более-менее поплотнее. И желательно, чтобы цвет вот сильно не контрастировал своими вот этими колбасками. Что я делаю дальше? Вообще, изначально я, видите, до самого конца набивала, вот, укладывала этот синтепоновый наполнитель. Но вот сейчас я бы сделала уже по-другому. И последние 5 сантиметров я бы вообще оставляла без синтепона. Для того, чтобы было удобнее пришивать. Это на результат не повлияет, а зато станет очень гораздо легче пришивать. Вот теперь я, смотрите, прям пришиваю эти свои колбаски к краю вот этого полотна своего. Так как они у меня там не толстые, я постаралась немножко синтепон туда внутрь запихнуть, то пришивается достаточно легко. Я стараюсь, чтобы вот этот шов, который у меня есть в моих колбасках, чтобы он был ровно посередине внизу, чтобы его потом в результате не было видно. Девочки, я тут хотела вас попросить. Значит, многие говорят, что нравится мой голос. И в этом мире есть еще один точно такой же голос, как и у меня, потому что у меня есть сестра-близнец. И недавно я ее уговорила открыть свой канал на YouTube. Она пишет песни, сама пишет стихи, музыку и сама исполняет, на гитаре играет. И вот я ее уговорила открыть канал, и я прошу вас всех, ну, кто хочет, конечно, подписаться на канал моей сестры. Ссылочку я обязательно оставлю прямо в закрепленном комментарии к этому видео, чтобы вам ее долго не искать. Мне самой очень нравятся ее песни, и я надеюсь, что вам они тоже понравятся. Ну, а я продолжаю дальше. Беру теперь другого цвета свои колбаски и с другой стороны, под прямым углом к первым колбаскам, закрепляю их. Девочки, расстояние я делаю между ними, ну, где-то вот, ну, не больше 2 сантиметров, потому что при пришивании они немножечко так расплющиваются, и вот они прямо в результате получаются впритык друг к другу. Вы там сами посмотрите по своим колбаскам, которые, смотря какой ширины вы будете их делать, толщины. Вот. Но единственное, что сильно туго их, наверное, набивать не надо, потому что они иначе тогда будут плохо переплетаться. Вот смотрите, дальше я делаю вот просто плетенку обычную, переплетаю их, и в том конце, вот, который вам не видно, их тоже также закрепляю булавочками.
но это я еще покажу. Просто обычно, вот смотрите, ну стараюсь, конечно, чтобы все это ровненько, но и потом можно тоже выровнять. Я переплетаю вот 3 цвета, у меня темно-бордовые идут полоски. Потом у меня, так как у меня темно-бордовых всего 6, а вот этих вот, которые посветлее 9, то я сделала еще дополнительно вот такие серенькие. Это вообще прям какой-то трикотаж, прям так даже можно называть. Вот такой немножко в рубчик, такой лапша. Вот раньше, наверное, называли вот такую штуку лапша. И вот я их так вот разравниваю потихоньку, закрепляю с обратной стороны булавочками, но было бы гораздо лучше, если бы я вообще не оставляла синтепон вот в самых концах, краях, потому что все-таки чем дальше, тем шить сложнее, если там есть синтепон. Советую вам прямо 5-6 сантиметров последних вообще не оставлять никакого синтепона в краях. Вот, кстати сказать, вот квадрат вот этот, основа, на которую я нашиваю, вот при моих размерах, у меня он где-то 57 на 57 сантиметров. В результате вот то, что я делаю, это у меня сидушка такая, она получилась 55 на 55, потому что я, ну, припуски и все такое. Но сложновато было пришивать все-таки с этим синтепоном, но я справилась. Но если бы были посвободнее концы моих колбасок, было бы прям очень легко. Вот, смотрите, дальше я беру кусочек ткани, любой совершенно, я взяла такую вот плотненькую достаточно, и тоже ее прикрепляю к краям и буду пришивать со всех сторон, оставляя отверстие для выворачивания. Здесь опять же, девочки, вот если бы у меня было поменьше синтепона в краях, то было бы, во-первых, это удобнее, во-вторых, когда эти кончики коротенькие, они заворачиваются, ну, из-за того, что они вот такие вот заворачиваются вовнутрь, и они в результате могут оказаться на лице, самые краешки. А если бы они были длинненькие, то в этом случае они точно, вы их захватите там булавочками или прищепками, и все хорошо у вас зашьется. Ну, отверстие для выворачивания я дальше зашиваю вот просто потайным стежком. И сейчас покажу уже результат. Девочки, там таким способом можно прям целые коврики большие делать, прикроватные, очень мягкие, они такие достаточно гибкие получаются. Но если делать большой, то это я не знаю, сколько надо собственных вещей порезать, либо ткани иметь уже специально на это дело. Но получился вообще классный вот результат, мне очень нравится. Я, наверное, на дачу эту сидушку отвезу на скамеечку. Еще можно таким способом сделать наволочку, прям декоративную подушку. Две стороны вот таких вот плетенки, и уже наполнитель никакой не нужен, никакая подушка. Одной наволочки достаточно будет. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, конечно, на мой канал. И спасибо большое всем, кто досмотрел до конца.